Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже вторая серия Код Гиас Восставший Лелуш. Гарги повелевает. Погнали! Второе десятилетие 21 века. Священная Британская империя объявила войну Японии. Столкнувшись с найтмерами, новейшим оружием Британии, Япония не смогла выстоять и одного месяца, потерпев сокрушительное поражение. Она потеряла свободу, права и даже само название. Да, 11-й сектор. 11-й сектор. Так стала называться Япония после войны. А вот этих кадров не было, слушайте. Эпизод 2. Пробуждение Белого Рыцаря. Пробуждение Белого Рыцаря? Господи, слушайте. это что Скажи, такое? что ты хотела, чтобы я сделал? Почему ты дала мне эту странную силу? Странную? Что с девчонками можно делать с этой силой, прикиньте? Ладно, хорошо. Михаил, дядя. Опа-на, тут у нас гвардейцы. Почему все гвардейцы? Я свой. Что произошло? И что британский школьник здесь делает? Отвечай мне, или... Отвечай! Он даже не мазал. Выходи оттуда! Сейчас же! Ты кем себя возомнил? Ага, значит не работает. Понял. Не сработает без прямого зрительного контакта. Прямой контакт. Меня зовут Алан Спейсер. Мой отец герцог. Герцог? Удостоверение личности в моем нагрудном кармане. После подтверждения моей личности прошу вас взять меня под свою защиту. Ну, видимо, он какого-то своего одноклассника назвал. Держи руки поднятыми. Я вытащу твое удостоверение. Отдай мне свой найтмер. Найтмер. Называется Найтмер. Ночной кошмар? Поняла. Серийный номер XG21G2D4. Спасибо. Вот и славно. Она реально ему отдала сейчас робота. Твою мать. Что я сделала? А, интересно, когда приступим? Паршивый у тебя денек, правда? Профукал свой шанс отправиться на небеса, рядовой Куруруги? Сузаку живой. Где? Все еще где-то Синдзюку. Под боком у принца Кловиса. Это сейчас самое безопасное место. Эта вещица тебя спасла, Сузаку. Отразил пулю под твоим защитным костюмом. Что это? Они тебе дороги? Какой-то талисман. Да. Вы 11-е верите, что в предметах живут боги, так ведь? Это именно тот случай. Аллилуш! Какова обстановка? Похоже, что выпустили ядовитый газ. Говорят, что есть многочисленные жертвы среди 11-х. Но похоже, что преступников пока не нашли. Вот как. Еще не рядовой Куруруги. Насколько ты опытен в пилотировании Найтмера? 11-му в жизни не стать рыцарем. А если бы стал? Мои поздравления! Единственный в мире Найтмер такого типа ждет тебя. Залезай внутрь, и он все изменит. Тебя и твой мир. Хочешь ты того или нет? Чтобы он вот в этом во всем участвовал, да, сволочи? Чёртовы британцы! Карен, глаз гасю на ходу. Карен, зовут Я в Карен. норме! Я их отвлеку! Оги, а ты уводи отсюда людей! Здесь должны остаться только люди из сопротивления! Я понял. Но они нас уже окружили. Слушайте, а, бедные. Нет, как раз толстеешь, станешь тонуть, потому что постоянно перекусываешь, да? Я буду в форме. Я же сжигаю калории на тренировках. Из-за тренировок ты ешь больше. Лулу, ты чем занят был? Где ты сейчас? Будешь продолжать уроки прогуливать? Возле тебя телевизор есть? Телек? Прости, это важно. Блин,
Блин, будь на линии. Прости, переключу канал, можно? А, на какой? Новости. Есть что-нибудь о Синдзюку? Сейчас глянем. Ничего, кроме упоминания об ограничении проезда. Почему проезд ограничен? Без понятия. Ничего конкретного об этом не сообщают. Понятно. Они прикончат всех, а потом выпустят придуманную сказочку. Сукины дети. А, опять играешь на деньги, да? Я тебе уже говорила, как это опасно. Ага, я знаю. О, и передай моей сестренке, что я сегодня буду дома поздно. Сестренка? Пока. Блин, ну почему он всегда так бросает трубку? Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия. Ну вот опять. Пока они пытаются удержать эту информацию, им будет тяжело вызывать подкрепление. Проще говоря, им приходится играть только теми фигурами, что уже на доске. Однако через такое окружение мне будет тяжело пробиться в одиночку, а попытаться просить войска о защите слишком большой риск. Как насчет отдать должок за то, что втянули меня в свою битву? Он что сейчас? Тот самый Глазго? А она молодец, защищает одна и бьется против всех. Слушайте, а? Только 30 минут осталось. Западный въезд! Используй рейсы, чтобы добраться до западного въезда! Кто это говорит? Откуда ты знаешь этот код? Неважно, кто я. Если хочешь победить, доверься мне. Победить? Слово «само победить» для нее уже давно не слышно было, скорее всего. Эй, что теперь делать? Жалкий 11-й. Неинтересно же охотиться, если ты просто убегаешь. Ну, прикроет бы пусть, а... Раз ты поверила мне, победа будет за тобой. Запрыгивай на поезд! Поняла. Запрыгивай. Думаешь, что сможешь так сбежать? Если это и есть твой план, тогда марш за Глазго. Слушаюсь, пилот. Что? А, он из прикрытия. Огонь по своим? Ты из какого отряда? Не твое. Противник это тот, что с одной рукой. Не может быть, террорист? Молодец, добей его. Сукин ты сын! Ага, телепортирование, значит. Катапультирование. Телепортирование, катапультирование. Ты меня спас. Но где ты взял Сазерленд? Что? Куда он делся? Эй, Карен, что это сейчас была за радиопередача? А? Он и вас подключил? Ага. Группа Йошиды тоже должна сейчас сюда подойти. Ты лидер? Смотрите. А, ну да. Груз в установленном поезде. Это мой вам подарок. Это средство достижения вашей победы. Если хотите использовать их и победить, подчиняйтесь моим приказам. Он их взял под командование. Да здесь еще есть. Здесь тоже! Здорово, давайте слушать, пусть договорит. Вот это... Ну как? Девушка в Глазго. Да, Оставайся, где сидишь. Эту машину будем использовать как приманку. поняла. Статус элемента питания. На 15 минут хватит. Тогда замени на свежий. Через 10 минут я с тобой свяжусь и дам новые инструкции. Он еще Это выматывает нервы. Однако мне сейчас нужна воля к победе. В конце концов, в этой игре на кону моя жизнь. Среди местного населения хватает террористов, которые теперь пытаются оказывать сопротивление нашим войскам. Но это никак не отразилось на нашем подавляющем превосходстве. Кто бы сомневался, кроме того... Понял, капсула с газом будет, как и думает общественность. Так точно, а мы продолжим искать девушку. Да, живой или мертвый, но вы должны ее найти. Слышь, ты в этом уверен? Их коды СРСЧ не шифруются. Ты уверен, что это не вражеская подстава? У противника и так полное превосходство в этой битве. Им незачем использовать ловушки. Парни, следуйте к назначенным позициям и... По-один двигаться можешь? Органы управления не должны отличаться от привычных тебе. Кто ты такой? Хотя бы свое имя скажи. Не могу. А что если эта передача уже прослушивается? Как бы то ни было, если К1 не выбивается из графика, вражеские Сазерленды достигнут вас через 23 секунды. Вероятно, их будет двое. Стреляй по ним сквозь стену. Че он несет? Всем проверить оружие, дважды. Эй, ты чего, повелся? Враг замечен в точке F-31. Отвлекающий маневр, пытаются обезьянничать. Взводу Ласло следовать прямо к цели. Пошлите Евгений и Валерий, пусть ударят с тыла. 3, 2, 1. Огонь! Кстати, у него звезда Давида на куртке. Что? Заманут. Сэр Евгений и сэр Валерий оба пали. Засада?
Сигнал свой-чужой — это обоюдоострый клинок. Кроме того, если террористы следуют моим указаниям, нужные мне условия фактически уже достигнуты. П1, П4, П7. Продвиньтесь на 100 метров вправо, используйте гарпун в направлении на 3 часа. За дело! Слушайтесь этого голоса, ребята! Вот блин, а что нам еще остается? Ну да. Ты еще не в пути, П5? Кончай меня так звать! На это классно. Они используют одно и то же! Враг замечен при движении в точке G28. Посылайте взвод Ласла, то есть Глауба за ними! Неужели террористы заполучили вооружение наших войск? Вот теперь мы сравняли шансы. Вот сравнили по силе, теперь поделитесь. Сэр Глауб катапультировался, машина потеряна! Сменить коды, они перехватывают сигналы наших передатчиков! Меняли 4 раза уже! Так сделайте еще раз! Поражение недопустимо! Прошу прощения. Приветики! Чего тебе? У нас операция в самом разгаре! Тогда самое время задействовать новое оружие от СКПИ. Не время! Л2, гарпун. С7, артиллерийский огонь. Группа Н, продолжать продвижение вперед. Вы проклятые 11-е! Мы только что потеряли взвод Ласла! Немедленно вызывайте взвод Куэнси! Ваше Высочество, если мы это сделаем, то разомкнем окружение! Теперь у противника есть 5 вариантов. Можете заполнить брешь войсками, которые сейчас нас охраняют. Мы убеждены, что войска противника находятся вот здесь. Мы ломаем формацию? Что же это? Они сделали еще более дурацкий ход, чем я от них ожидал. К1, твоя карта точна? Да, для старого города, но без конкретных ориентиров. Сгодится. Отлично, теперь высылайте туда же Бердза и всех остальных. Миссия номер 3. Окружить их и сконцентрировать в той точке наши войска. Готовы их встретить? Основные силы противника там, куда указывает эта точка. Прикончить их. Что? Врага здесь нет? А, они пользуются подземными тоннелями. Но они лучше знают это место. И этим я объявляю вам шах. Обалдеть, это реально крутой ход был, признаю. Он их... Сработало, получилось ведь! Я могу это сделать, могу! Я могу победить Британию! Ты посмотри, я возгордился так, а? Кто же, бога ради, мне противостоит? Может ли он быть даже лучше, чем Додо? Ой! Да, Ваше Высочество. Она сможет победить? Твоей игрушкой сделает? Ваше Высочество, пожалуйста, зовите его Ланселот. Ага, Ланселот, значит. Неужели они туда сейчас Судзаку посадят? Тип комплекса современного вооружения Зи-01 Ланселот активация. Ланселот активируется. Размыкание заграждений. Зи-01 Ланселот, готовность к активации. Расширение основания запущено. Читал инструкцию. Более-менее. Молодец. На симуляторе ты показал себя с наилучшей стороны. Послушайте, о том, что вы сказали ранее. Это возможно, но вероятность близка к нулю. Но не нулевая, так ведь? Это правда, но я не хочу, чтобы ты рисковал в бою без надобности. Здесь даже еще нет системы катапультирования. Ясно. Вас понял, Сесиль. Он против своих идет. И это... Да, экспериментальное оружие, разработанное нами в специальном корпусе прогрессивных инженерных разработок. Ланселот, первый в мире Найтмер 7-го поколения. Что ж, Сузаку, продолжим. Начинаем запуск? Возобновить стартовые процедуры, начиная с 20-й фазы. Загружаю элемент питания. предстартовую готовность. Выходная мощность элемента питания в норме. 30 секунд до достижения критического напряжения. Кор Люминус, смещая фазу. Подтверждаю нахождение пилота Зи-01. Они Судзаку. Проверка личности Неужели он на это совершена. пойдет? Подтвердить установку человек-машинного интерфейса. Резонанс Игдрасиля подтвержден. Реакция отторжения слабая. Это что за... Подверженность пилота стрессам слабая. Это Все что за показатели в пределах нормы. поворот-переворот какой-то? То есть Британия... Все идет согласно Помогает. теоретическим выкладкам. Статус полная готовность. Японцам? Состояние резервного тактического банка данных получен доступ. А Судзаку? Вторичное подтверждение получено. Коренной японец? Помогает британцам? Прикольно, кстати. Ланселот. Форсаж главного двигателя. Ланселот. Запуск. Ну что, сейчас серьезно? Нет, он же реально сейчас своих. На полной скорости, как с места рванул.
Даже круче, чем в инструкции написано. В этой машине... чё? Чуть не похоже на созда... Опа-на. Еще один удар, и этот блокпост падет. Это группа Б. Замечен враг. А? Подкрепление? Да, теория и настоящий бой — разные вещи. Обстановка. Все успели катапультироваться, но он за секунду вывел из строя 4 машины. Число врагов — 1, только 1. Думаю, это новая модель, никогда не видел ничего подобного. Эй, что стряслось? Ну он не бьет так, чтобы их убить. Он дает им шанс. Катапультироваться дает. Что? Пули от него отскакивают? А что делать будем? И сюда! Бесполезные террористы. Если со всеми их ресурсами проигрывают одному бойцу. А ты подумал! Ты же не тупой. Чёрт! Отлично, я смогу! В этом лоселоте я смогу разом все остановить! Н4, Н5, удерживайте его! А как только подтянется подмога, окружите! Поняли! А его получается удерживать? Нифига не получается. Мы не можем остановить эту штуку! Эй, в чем дело? Что у вас там? Что происходит? Ради всего святого. Теперь я в долгу перед старшим братом, что мне совершенно ни к чему. Хотя все это к лучшему. Старший брат? Б1, что случилось? Главаря тоже вырубил. Этот враг. Это на самом деле только одна машина. Показатели даже выше, чем мы ожидали. Да, и наш пилот отнесся к заданию очень серьезно. Даже слишком. Если я выведу из строя все Найтмеры, битва закончится. Любой ценой я должен спасти Лилушу и эту девушку. Он... Твою мать, ты против него дерешься, чувак. Вот это реально круто. Он его нашел? Он его нашел. Облом? Та самая штука? Сваливай. Это она губит мой план? Фиксируйся. Это ведь ты, командир! Всего лишь пилот. Да как ты смеешь? Нет выбора, я должен отсюда Давай, выбираться. вали оттуда. Эй, возвращаю должок! Возвращаю должок. Вот и конец. Катапультируйся. Ну все, ее Найтмер тоже сдох. Я должен запомнить этот урок. Самый жизненно важный в битве элемент — это человек. Что же это за монстр? Беги. Будь он проклят. Он производит еще больше разрушений без всякой на то причины. Не стреляй. Он спасает кого-то прямо посреди боя? Я не против отдать тебе тактическую победу в этой битве, однако... Обидно, да? А, он спас кого-то? Похоже на то. Странный поступок. Потому что вы сукины дети. А ты Сузаку, думал, что? ты должно быть устал. Почему бы нам не закончить на сегодня? Я могу продолжать. Пожалуйста, позвольте мне. Осторожнее с его сверхурочными. Да, сэр. Ну и ну, этот мальчишка оказался великолепной запчастью. Стой, где твое удостоверение? Это личный транспорт принца Кловиса. КПП, наконец-то. И слабо охраняется, как я и планировал. Планировал? Да, а теперь я бы хотел, чтобы ты меня пропустил. Ясно. Понял. Офигеть. Он может в любой момент даже свалить. Карен! Это все ваша вина за сопротивление британцам! Чё? Ты бесхребетный трус! Вы знаете, как много людей из-за этого погибло. Заткнись! А ты в курсе, сколько наших они поймали и замочили? Не реветь! Оги, а что с тем парнем, которого мы слышали? Я не знаю, он не отвечает на мои звонки, может, уже и мертв. Ну, видишь, чем следовать за кем-то, кого мы даже не знаем, мы могли бы использовать ядовитый газ. Но... Придурок Нагата! Так вот куда вы 11-е позбегались.
Приготовиться открыть огонь. Братец! Так, внимание всем войскам! Немедленно прекратить огонь! Прекратить огонь? Именем Кловиса Британского, третьего принца императорского наместника 11-го сектора, вам приказываю, всем войскам немедленно прекратить огонь. Также прекратить разрушение зданий в этом районе. Всем раненым, будь они британцами или 11-ми, без промедления должна быть оказана помощь. Приказываю вам именем Кловиса Британского прекратить огонь немедленно. Лелуш, Удовлетворен? еще как. Да, хорошая работа. И что теперь? Спеть с тобой дуэтом? Или, может, в шахматы сыграем? А вот это навевает воспоминания. Воспоминания? Ты не помнишь? Мы с тобой играли в шахматы. Конечно же, я всегда выигрывал. Так. Что? Помнишь, в резиденции Виллоувна? Ты... Они что, братья? Кто ты такой? Давно не виделись, старший брат. Старший сын покойной императрицы Марианны и 17-й наследник на имперский трон. Лелуш Британский к вашим услугам. Так ты реально? Лелуш, но я думал, что я мертв. Я вернулся, ваше высочество. Чтобы все изменить. Он что, принц? Он принц? He's принц? О, ты... Итак, что мы имеем? Так, у нас девочку, которая у нас пилотирует как их называются, найтмеры. Если я правильно помню, это переводится как ночь ужас, ночной ужас. Или ночной кошмар, что-то в этом роде. Короче, она пилотирует найтмер, скорее всего старый, они где-то его на барахолке 100% нашли и кое-как отремонтировали. Насколько я успел заметить по дизайну, это найтмер со времен, когда Британская империя напала на Японию. То есть такое старое поколение. Старая модель, и они его каким-то образом смогли завести. Так вот, я заметил на главаре повстанцев, пока еще не зафиксировал, как его зовут, звезду Давида на куртке. Еврейский символ. Именно такой символ, именно такие символы делали у бедных людей, евреев, которые, ну скажем так, были ограничены их передвижения, конкретно в Польше, времен Второй мировой войны. Это было до того, когда их концлагеря все сослали, а у них было отдельное еврейское гетто. Это было ужасное на тот момент время, и они обязаны были носить знак Давида, чтобы все знали, что это еврей. Мне такое ощущение, не знаю, у меня аналогия появилась, что здесь это каким-то, вот мне кажется, какой-то подтекст тут говорят, что с этими бедными японцами, людьми относятся как вот к евреям относились во время Второй мировой войны. Вот, и к ним правда так относятся. Слушайте, вы представляете, что они с ними делают? Это бесчеловечно какой-то. Слушайте, это за людей даже они их не считают. Да ладно, за людей, они даже за зверей не считают. Так даже со зверями не относятся. Подойдут, расстреляют просто так. Слушай, так нельзя. Кошмар. И они, ясное дело, воюют, они борются, а они хотя бы предпочитают умереть, хотя бы сопротивляясь, чем просто так. Ну, потому что это капец, короче. Ладно. Короче, здесь еще лучше получился у нас Лелуш. Лелуш очень интересный персонаж. Короче, он даже не герой, он антигерой. Короче, ему пофиг. Ему пофиг на всех. Ему пофиг на этих... Он просто использует этих повстанцев. Ему абсолютно начихать на японцев и на то, бедные они люди или не бедные. Он хочет свою цель. В конце мы поняли, что он хочет отомстить своей семье. Короче, у него нету претензий к самим британцам. У него есть претензии к собственной семье. Как выяснилось, он принц. Как выяснилось, этот Кловис, его старший брат. И он сам, оказывается... Только вот как тут... Получилось так, что он был в Японии во время войны, и как так получилось, что, как я понял, его семья нифига не знает, что он находится в Японии. Мне кажется, они вообще про него ничего не знают. Не знаю. Мне так показалось. Мне показалось, что он вообще как-то затаился от своей семьи. Да, Судзаку на самом деле меня поразил. Судзаку меня удивил. Это был, мягко говоря... Вы понимаете, какой тут поворотик-переворотик? То есть Судзаку, парень идеалист, он идеалист, это Лелуш, он вообще критический реалист, он вообще какой-то пессимистический вообще. Точнее, он такой, как бы сказать, да пофиг мне на всех, у меня у самого проблемы.
А Судзаку такой коренной идеалист. Если честно, я удивлен, что он не на стороне террористов, если честно. Ну, не на стороне, скажем так, японцев. Не буду называть их террористами, потому что... Да какой тут террорист? Тут война за собственный дом идет. Ну, можно это по-любому назвать. Знаете, террористы называют те, чьи дома взрывают, а борцы за свободу называют те, кто вот эти дома взрывает. Нет, я ни в коем случае, между прочим, не оправдываю никакие насильственные действия. Абсолютно не оправдываю. Но давайте уж согласимся, здесь их очень сложно в чем-то упрекнуть. Я имею в виду этих японцев, которые пытаются бороться. Их здесь сложно в чем-то упрекнуть, я серьезно. Их очень сложно тут какую-то вину им причислить. Ну что ж, тут Лелуш явно проявил очень сильные навыки боя, навыки тактики он тут показал. Ну, у него это в крови. Ну и, скорее всего, он это изучал. Он в элитной школе находится, у него есть абсолютно у него есть ресурсы, есть возможности изучать эти вещи, теорию. И в конце он сказал очень классную вещь. Я получил важный урок. Самый важный элемент в бою — это все-таки человек. И Судзаку это доказал Ланцелотом. И серия называлась «Пробуждение Белого Рыцаря». Речь шла о Судзаку. Не только о его роботе, а о нем самом. И он спас людей. Но как она на него посмотрела? Со страхом. Потому что для японцев Тире-11 Найтмер ассоциируется со смертью. Самым страшным, что только может быть. Он хочет это поменять. Короче, я понял, что Судзаку хочет. Он хочет, чтобы и британцы, и японцы жили в мире. И жили так, чтобы японцы были наравне с британцами. Господи, знаете, в концепции этого аниме тут явно виден такой критический реализм. Это фэнтези, но с элементами критического реализма. То есть, тут показаны абсолютно все человеческие пороки, то есть тут человеческий грех никуда не делся. И даже сам главный герой порядочная сволочь. Но знаете что, я вам все-таки скажу один момент. В конце он все-таки сделал лучше. Он приказал своему брату, если бы ему было бы наплевать, полностью наплевать, то он бы просто ушел бы и все. Но он остановил наступление. Он район Синдзюку спас от истребления. Их там сейчас бы всех положили. А он все-таки, скажем так, он все-таки так затылок почесал, он все-таки напрягся. Все-таки добрался до своего старшего и все-таки вырубил его. Ну как вырубил? Он ему заставил глазом своим, как я понял, отозвать карательный отряд. И слава богу, слушайте, реально жалко таких. Что была вторая серия Кода Гиаса. Великолепная серия, великолепный аниме. И темп немного поубавился, что самое хорошее, а то слишком быстро, надо было додумать. Да, и выяснилось, что он брат. Ну, короче, это была вторая серия Код Гиаса Восставший Лелуш. Благодарю, что смотрели вместе со мной. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось. И если вам понравилось смотреть вместе со мной, с моими комментариями. И смотрим таким минимум-обзором в конце. И подписывайтесь на канал, если вам снова понравилось. Ну, удачи и увидимся уже на третьей серии.